Сегодня в 13:00, несколько минут назад, поступила новость о чрезвычайном происшествии, которое произошло в столице Израиля, городе Тель-Авив. Новость сообщила дочка великой российской певицы Аллы Пугачевой, 50-летняя Кристина Эдмундовна Арбакайте. Однако по непонятной причине муж Аллы Пугачевой, Максим Галкин, тщательно скрывал данное обстоятельство. Прошло уже 2 недели, как звездная российская пара переехала жить в Израиль. Однако, судя по последним событиям, счастья это им не принесло. С Максимом Галкиным были разорваны все рекламные проекты, а также отменены его концерты в России, дальнем и ближнем зарубежье. Алла Борисовна Пугачева, пережив сердечный приступ на почве нервного срыва, загремела в израильскую больницу. Просто нокаутом для Максима Галкина оказалась новость о том, что замок в поселке Грязи переходит под детский дом. Ну а несколько дней назад звездная чета объявили себя банкротами. Ну а добил, в кавычках, великую российскую семью бывший зять Аллы Борисовны Владимир Пресняков. 53-летний российский музыкант обнародовал информацию о незаконном бизнесе Максима Галкина. Тем самым он не только подорвал репутацию известного пародиста, но и буквально разорвал его российский бизнес. Лиха беда начала, бытовые дрязги переросли в семейные ссоры. Появилась информация, что Максим и Алла стали чаще конфликтовать из-за финансовых трудностей. По некоторым данным, ранее семья Пугачевых-Галкиных могли тратить каждый день до 4 миллионов рублей. Однако после того, как были заморожены валютные счета Аллы Борисовны, ее расходы резко сократились. В Израиле она далеко не богиня и даже в больнице лежит в общей палате. Ну а буквально несколько минут назад весь российский шоу-бизнес шокировало новое известие о Алле Пугачевой. Поклонники российской примадонны просто в шоке. Что же она наделала на склоне лет? Стало известно, что у любимицы миллионов появился тайный обожатель, 35-летний израильский врач и бизнесмен Арак Майам. Статный высокий мужчина с черными кудрями, длинным и крепким носом покорил сердце Аллы Борисовны. Вот уже 5-й день подряд молодой человек буквально заваливает цветами Аллу Борисовну, приезжает к ней в больничную палату и поет песни на гитаре. Российской прессе удалось выяснить, что Арак Майам был влюблен в Аллу Борисовну еще ребенком с 9 лет. Злые языки уже подхватили эту новость и сообщили, что Арак Майам по всем параметрам выигрывает у Максима Галкина. Он гораздо моложе, а самое главное, сказочно богат.